Сегодня мы разберем 25-ю главу Кагурабати, лицезрим шокирующую способность магии Сазанами Кьоры, безвыходность для Тихира и судьбоносные решения, которые напрочь сбило с толку его товарищей. Я, конечно, всего ожидал от этой главы, но сегодня Хакадзуна не на шутку так потряс меня своим ходом повествования. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую манхву Маньхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Глава начинается с неистового сражения Сибы и Сои в воздушном пространстве над городом. После телепортации противник из клана Сазанами, используя родословную магию Исоу погребения, создает на ладонях некий импульс, который позволил ему мигом направиться к своему оппоненту. Однако Сиба, благодаря магии телепортации, успешно увернулся, по его словам, от достаточно простой атаки. Вот только хоть движения Сои и были примитивными, но реакция и сила у него были просто невероятные. Ибо в считанные секунды он с помощью этого импульса смог разнести вдребезги часть здания позади них. Боевые возможности Сои Сиба оценил как самого сильного мага, с которыми они когда-либо сталкивались. А Тихира в это время сражался один сразу против троих таких противников. К тому же еще не было известно, на что способен был глава клана в боевых ситуациях. Так что Сиба начал волноваться за него, поскольку по его ощущениям Аркухира с ними придется не сладко, даже если он был обладателем магической катаны. Поэтому ему казалось, что лучше будет всего переместить Сою обратно в поместье клана Сазанами, а там уже сражаться четверо против двоих, выжидая последующего хода Кьоры. Главный герой хоть и был в одиночку, но он смог ловко контратаковать противника, попутно уворачиваясь от остальных атак членов отряда Тоу. Однако даже уничтожив их оружие, глава клана Сазанами благодаря своей магии смог с легкостью выдать им новое из пространственного хранилища, и поэтому им не было особой нужды переживать за утрату клинка, и они могли полностью сосредоточиться на сражении. К тому же их магия была достаточно многогранна, позволяя использовать ее как для перемещения, атаки, так и для защиты, сумев полностью поглотить импульсом удар Ракухира. Такое положение дел давало отряду Тоу огромное преимущество в битве даже против одного из владельцев магических катан, окружив главного героя сразу с трех сторон. Но тут на поле боя телепортируется Сиба, подставляя под ударный импульс Сои, сбивая с ног сразу двух врагов. Так что теперь вдвоем они мигом разберутся с отрядом Тоу и перейдут к Сазанами Кьоре. А вот только глава клана, увидев здесь Сою и пространственного мага, осознал, что враг намеренно телепортировал его сюда, дабы защитить кого-то другого. Ну а этот кто-то мог быть никем иным, как Хакури, ведь именно на его поиски и отправился Соя. Поэтому далее глава клана Сазанами делает нечто совершенно непредсказуемое, лично телепортировав своего сына в это место. Это не на шутку шокировало как меня, так и Сибу с главным героем, ибо теперь у врага помимо численного преимущества был еще и заложник. Кьора смог с легкостью переместить своего изгнанного сына, потому что всех зарегистрированных членов клана Сазанами в пространственном хранилище глава клана может по своей прихоти телепортировать обратно в хранилище, а оттуда уже к себе лично. Собственно, так он и призвал отряд Тоу. Теперь Хакури был в заложниках у собственного отца, и раз уж он был ценен его противником, тогда он мог провести с ними сделку. Но Сиба решил сыграть от противоположного и сблефовать, говоря, что этот пацан рассказал ему уже все необходимое и больше не был нужен. Сиба надеялся, что Кьора поверит в этот шантаж в силу того, что у него тряслись руки от того, что он навел оружие на своего сына. Но глава клана Сазанами дрожал не из-за страха, а потому что он был опечален и зол, что его никудышний сын, не удостоившийся стать магом, вновь и вновь пытается навредить делу и семье. Даже после того, как Кьора изгнал его из дома, чтобы он жил как обычный человек. Вот только в ответ на его доброту Хакури продолжил доставлять им проблем, так что если его никчемный сын даже как заложник ничего не стоит, тогда Кьора готов был сам прикончить то, что он породил на этот свет. Однако Тихира не готов был к подобному исходу событий, потому что Хакури стал для него ценным человеком, и поэтому главный герой был готов на сделку с главой клана Сазанами. А по выражению их лиц, думаю, вы уже догадались, в угоду чего
был проведен этот обмен. Верно, для того чтобы вернуть Хакури, Ракухира отдал 7-ю магическую катану Небеса Бездны. И о том, что эта катана будет выставлена на аукционе Ракудзачи, стало известно даже Камунаби. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать, ведь главный герой лишился единственной своей магической катаны. И как он теперь будет, опираясь лишь только на свои физические способности, будет сражаться с магами или же другими обладателями магических клинков? Вот только по словам Тихира, отдать Небеса Бездны и было его целью. Пока непонятно, в чем заключается его план, но возможно после боя с Соджа Ракухира, так же как и он, укрепил свою связь с катаной. Ведь ранее Геничи демонстрировал бесконтактное возвращение клинка, а значит, возможно, план главного героя заключается в том, чтобы отыскать хранилище Сазанами Кьоры, используя контракт жизни и смерти с 7-й катаной как сенсорную связь. В этом есть смысл, поскольку если сейчас ГГ просто вернет себе магическую катану, тогда он не сможет найти хранилище, а так при поддержке Хакури им даже вероятно удастся туда попасть. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось и что не понравилось. И несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.